Привет, ребята! С вами снова Мэдей, и у нас для вас самые свежие новости о нашей любимой игре 3D Chat. Что нового произошло в игре за последние несколько месяцев? Давайте разберемся. За это время было выпущено несколько обновлений. Как всегда, разработчики стараются обогатить игру новым контентом. В частности, было добавлено еще более жарких, горячих поз. По понятным причинам, детали я здесь показать не могу, но вы поверьте, вы получите массу новых ощущений, опробовав их в игре. Также в игру были добавлены новые татуировки, юбки, брюки и шорты. К сожалению, гардероб нижнего белья уже давно не обновлялся, но мы надеемся, что в скором времени мы увидим новые интересные комплекты. В мужской гардероб также были добавлены новые предметы, включая несколько моделей обуви. Последним обновлением, посвященным Дню влюбленных, появился, на мой взгляд, потрясающий парный танец. Угадайте, какой? Правильно, вальс. По-моему, это просто замечательно. Также было добавлено еще 10 новых поз танцевальных, которые были очень забавны и непременно порадуют игроков. В целом, игра продолжает стабильно радовать нас новым контентом и интересным событием в мире игры. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы видеть на канале новости об интересных активностях игры. Например, описание и название самых топовых локаций мира игры, а также интервью с их владельцами-создателями, или интервью с популярными диджеями, или строителями игры. В общем, напишите, что бы вы хотели видеть в моих роликах. Я буду рада услышать все ваши предложения. Кстати, если вы не смотрели мой первый и второй ролик по игре, посмотрите их. Думаю, многим новичкам, кто только начинает свой путь в игре, они будут интересны. Ссылка будет в описании. А сегодня в рамках эксперимента я попросила небольшое интервью у очень активного игрока, который принимает большое участие в жизни игры, великолепную Афродиту. Привет, Афродита! С твоего разрешения задам тебе несколько вопросов. Как ты начала играть в 3D Chat? И чем тебя привлек этот виртуальный мир? Играть в 3D Chat я начала совершенно, скажем так, неожиданно для меня. Был карантин, коронавирус. Все сидели дома, нельзя было выходить никуда, нельзя было встречаться с кем-то, с друзей, с подруг. Но вот так я начала листать в интернете в поиске какая-то игра, может быть, чат какой-то. И вот попала на 3D Chat. Мне безумно понравилась здесь графика. Куклы в игре настолько реалистичны, что я чувствую просто своего персонажа. Хорошая атмосфера, музыка, танцы. Мне очень нравится, честно. Я бы всем советовала, кто ищет что-то подобное, где можно пообщаться, где можно построить отношения, где кто хочет себя проявить диджеем, еще кем-то. 3D Chat — это самый лучший вариант, который, на мое мнение, на данный момент сейчас есть. Есть ли в игре какой-то особенный момент или событие, которое оставило у тебя сильное впечатление? Расскажи о нем. Да, действительно, есть в игре событие и момент, который оставил огромное воспоминание. Это наша встреча с моим любимым мужем. Мы в браке уже почти 2 года. Это, наверное, самый лучший момент. Он изначально был моим другом, успокаивал меня, всегда поддерживал, был всегда рядом, очень хорошо помогал мне морально. Когда мне было плохо, когда у меня были падения, он всегда был со мной рядом. И я безумно рада, что мы вместе. Поэтому я очень сильно люблю своего мужа. У него ник турист. Это, наверное, самый лучший день и самое лучшее событие, которое только могло случиться со мной в этой игре. Как ты строишь свои отношения с другими игроками в 3D Chat? Есть ли у тебя советы для новичков по созданию и поддержанию дружбы в игре? Насчет того, как строить отношения с друзьями или с парой в игре, это все очень индивидуально. У каждого свои требования, у каждого свои принципы и взгляды на жизнь. Тут что-либо советовать я не могу, каждый решает сам, как поступать, как себя открыть, как себя показать, да.
Но самое главное, на мое мнение, это не нужно никому доверять никогда. Не нужно открываться полностью, пока ты хорошо не знаешь человека. Очень много, людей подлых, завистливых. Поэтому совет вот для новичков именно, что присмотрись лучше, пообщайся, не открывайся полностью. А там уже дальше смотреть по ситуации. Конкретно сказать какие-то там советы я не могу. Это, опять повторюсь, все очень-очень индивидуально. Какое значение для тебя имеет твой виртуальный аватар и как ты подходишь к его развитию и созданию? Для меня вот, мой аватар, мой персонаж — это частичка меня. Я делала куклу свою максимально, похожую на меня в реальной жизни. Вот насколько можно сделать максимально похожую, вот так я делала. Играть с другими вот я не могу, я не чувствую куклу, не чувствую персонажа. У меня под, другим, персом нет никаких эмоций. Я могу только чувствовать себя в своей тарелке, как говорится, только под своим персонажем. А я очень-очень люблю свою куколку, скажу так. Она у меня для меня самая лучшая, самая красивая, самая счастливая. Но как-то так. Расскажи о самом негативном опыте, который у тебя был в 3D-чат. А он, безусловно, был. Ну, что я могу сказать? Наверное, у каждого человека были негативные какие-то где-то моменты, да. Да, здесь тоже у меня были ситуации, в которых, люди показывали свое истинное лицо. Они делали подлости, гадости, подставляли, следили, искали там какие-то компроматы, придумывали истории. Даже статья была одна обо мне, не очень хорошая, в которой абсолютно все было просто какая-то выдуманная информация. Но не без этого. Я не скажу, что я самая-самая классная, да. Я не могу сама себя хвалить, это будет неправильно. Но я могу сказать то, что говорят обо мне друзья, которые меня по-настоящему знают, любят и ценят. Я очень открытый и добрый человек. Из-за этого, да, из-за своей откровенности, открытости и честности многие этим пользовались. Поэтому мой совет, прежде чем перед кем-то открываться, доверять, нужно очень хорошо узнать человека. Потому что сегодня, кажется, это прекрасный друг, подруга, а завтра этот человек может сделать все, что угодно, и не в твою пользу. Но, вы знаете, каждый учится на своих ошибках. У меня их было много, я их всех понимаю, оценила все за и против, и я стараюсь не подпускать больше близко к себе никого. Тот круг общения и близкие мне люди, они со мной всегда, и других мне не нужно. Поэтому, играя в игру, помните, что не все хорошие, как кажутся на первый взгляд. Будьте внимательны и заботьтесь о себе. Как, по твоему мнению, 3D-чат влияет на твои реальные отношения и общение? 3DX-чат в моей ситуации никак не влияет на реальную жизнь, реальные отношения, на семью и все остальное. Я в первую очередь занимаюсь реалом. Занимаюсь ребенком, занимаюсь собакой, с собой, домом. Потом только я захожу в игру, если остается время. В игре я отключаюсь от каких-то проблем, забот в реальной жизни. Я из Украины, у меня в стране сейчас такая ситуация, война. И я не могу встретиться с подругами, куда-то пойти, погулять, в кафе тоже, в парк, да. И поэтому 3DX-чат мне прекрасно заменяет вот эти моменты, когда хочется общения, хочется отдохнуть, хочется послушать музыку, потанцевать, пообщаться с подружками, с друзьями, побыть рядом с любимым человеком. У меня в игре и муж, которого я очень люблю, поэтому
А мне комфортно здесь, но про реальную жизнь никогда не нужно забывать. Тогда игра никак не отразится на реале вашем, и все будет у вас хорошо. Есть ли в игре какие-либо мероприятия или традиции, которые особенно значимы для тебя? Да, у нас в 3DX-чате есть традиции. Практически каждый праздник у нас проходят караоке-концерты, где каждый игрок, который любит петь, умеет петь, делает свои записи песен и потом выступаем. Мне очень нравится петь, я безумно в детстве мечтала быть певицей, брала, помню, расческу, пела, выступала дома родителям. И мне очень приятно, когда людям нравится, когда ты поешь, ты приносишь радость, позитив, хорошее настроение. Есть кто критикует выступление, не без этого. Но на самом деле это все очень весело, очень классно. И мне нравится, что каждый человек может открыться здесь, не стесняясь. Многие там какие-то комплексы имеют, да. Здесь можно быть кем угодно, можно быть певцом, можно быть диджеем, танцовщицей. Множество разных занятий здесь найти это легко. Я за все время, наверное, что играю, да, не видела лучшей игры, чем наша. Она настолько классная, она настолько передает вот даже какую-то реальность ощущений. Вообще, я просто безумно рада, что я вот попала сюда и стала частичкой 3DX-чата. Какие изменения или улучшения ты бы хотела видеть в 3D-чат в будущем? Честно, я даже не знаю, что бы я изменила, да, в 3DX-чате. Э, Больше хочется купальников, каких-то сексуальных пеньюаров, вот такого ж чего-то, да, какая-то новая прическа, возможно. Но в принципе здесь все идеально и так. Все супер, все классно. Единственное, тату бы больше хотелось, потому что их очень мало и какие-то они своеобразные. Я больше люблю такое что-то там, какие-то цветочки, бабочки, что-то такое красивое, женственное. Больше к реальному похоже, что вот в реальной жизни бы себе набила, да, вот такое, чтобы добавили. Но нужно время на все. Я думаю, что скоро все будет. Я безумно э, благодарна нашему аниматору. Он просто волшебник. Он настолько шикарно все делает, позы эти его. Это просто кайф. Поэтому самый лучший сотрудник, на мой взгляд, это наш аниматор. Ну, а так игра действительно классная. Здесь есть все, чтобы почувствовать себя в каком-то другом пространстве, в другом мире, в виртуальном мире. Я каждый раз, приходя сюда, просто отдыхаю. Мне здесь очень комфортно, очень нравится, очень классно. Я бы ничего не меняла. Единственное, вот что немного чего-то бы добавила, и все. Твои пожелания всем игрокам 3D-чат. А всем игрокам 3DX-чата я хочу пожелать мира, добра, и чтобы каждый оставался человеком. Не нужно приносить негатив в игру, не нужно судить кого-то за то, как он играет. У каждого игра своя, и у каждого свои правила. Кто-то хочет ставить откровенные фотографии, кто-то не ставит вообще фотографии, кто-то играет роль эскортницы, а кто-то хочет быть диджеем. Это их право, и его не нужно нарушать. Не нужно совать нос в чужие проблемы, в чужие дела, в чужую игровую жизнь. Нужно быть позитивным, веселым и не нести неприятности другим. Не становиться подлым, завистливым сплетником. Вот и все. Спасибо, Медея, тебе большое за то, что ты позвала меня на интервью. Я безумно рада была его дать. И я всех вас очень-очень люблю.
Огромное спасибо очаровательной Афродите за интересное интервью. Подписывайтесь на ее дискорд-канал об игре D3D чат. Кстати, меня можете там найти. Ссылочка будет в описании. А вы, дорогие друзья, напишите, нравится ли вам такой формат видео или будет интересен вам в дальнейшем. А с вами была Медея. Где-то тут есть кнопочки лайк, подписка. Да, забыла сказать. В моей работе будет новый канал для всех любителей игры, где будет много разных интересностей и полезностей об игре 3D чат. Всех обняла, увидимся в игре.